Зачем вообще мы здесь? Мы переворачиваем беду на спасение. Это и есть раскрыть Эстер внутри дома Ахашвероша. Это то, что будем делать сейчас, когда мы будем читать свиток Эстер. Мы его открываем, весь свиток будет открыт. Мы не читаем его как свиток Торы, который закрыт и чуть-чуть открываешь. Мы весь его открываем. Это то, что сейчас будем делать. Кто хочет его? Иван, будешь наш главный. Сейчас я тебе дам другую книгу. Сейчас я тебе дам другую книгу, там она как раз показывается, из этого будет легче. Вот, возьми. Готовы? Да. Да, молодцы. Все читаю. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וידעו נרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו לעמם להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן. Мой любимый праздник – это, наверное, Пурим. Пурим почему? Потому что мы одеваем костюмы, и ты можешь собраться с семьей и идти в синагогу и весело праздновать. Мне кажется, главное в синагоге – это люди. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы все евреи Юрмалы узнали о синагоге, пришли в синагогу. Наши мудрецы говорили, что все евреи – это одно тело, мы должны быть одно тело, одна душа, источник одной души, мы должны быть, конечно же, вместе. Главное – это всегда люди. Именно вот с открытием синагоги сюда стало приходить очень много людей, которые здесь жили, приводить каких-то друзей. Я была совершенно потрясена, когда несколько лет назад была здесь на Хануке. Ну вот у меня как раз родилась внучка, и мы пришли вот с первой внучкой нашей. Она была совсем маленькая, полгода ей было. И зажигали свечи, и у нее были такие глаза, вот я этого, наверное, никогда не забуду. Вот она смотрит на эти свечи, вот эта вот первая свеча, и она у нее в глазах отражается. И у меня такое ощущение, как будто на первый раз мир увидела. И вот это вот ощущение, это, наверное, ощущение нас, взрослых людей, которые собираются здесь. И вот это вот потрясающе. Вот. Мы вот приходим на праздники, когда мы приезжаем в Латвию, в родной город для меня Юрмала. Мы видим, и молодежи много, и начинают собираться, и появляются люди, и есть семьи, значит, есть это для кого делать. И, конечно, это важно, конечно. Хочется, чтобы дети питались этим, дети это чувствовали, понимали. Вот в этот дом заходишь, и хочется улыбаться, да, Лючка? Да, безусловно. Поэтому сегодняшний вечер – это еще одна доля такого добра в твою кровушку и в твои мозги. Люди рядышком они, все говорят друг другу: здравствуй, поздравляю. Праздник, праздник. Поэтому желаем всем всего только самого доброго, самого. Да произойдет то, о чем мечтаете. Как самое.
Мы с вами сейчас находимся в Музее евреев в Латвии, который расположен в здании бывшего еврейского клуба и театра в Риге. Наш музей рассказывает об истории евреев в Латвии от первого их появления, второй половины XVI века, и, в общем-то, до сегодняшнего дня. Конкретно в Юрмале евреи появились, видимо, во второй половине XIX века, когда Юрмала стала развиваться как курорт, и один из юрмальских поселков, Дубулте, стал, можно сказать, одним из главных еврейских курортов Российской империи. Большая, или так называемая летняя юрмальская синагога возникла в 1904 году. Так как в Юрмале не было достаточного количества постоянно зарегистрированных евреев, то синагогу официально строить было нельзя. Но так как летом здесь, естественно, было большое количество отдыхающих, которым синагога требовалась, то нашли такое странное компромиссное решение. Официально была подана заявка на строительство столовой для бедных евреев. Никаких ограничений на строительство столовой не было, и совершенно спокойно ее построили. Мы, к сожалению, не знаем архитектора, но, судя по самой архитектуре, он очень хорошо ориентировался в том, что происходит в синагогальном строительстве в это время. То есть это вот такой хороший неороманский стиль. Можно сказать, что он частично, по крайней мере, вдохновлялся, например, церковью Сан-Дзено в Вероне. Это, в общем, довольно распространенный был источник вдохновения, итальянская романика для синагог конца 19-го, начала 20 века. Комплекс состоял из 3 зданий, то есть было само деревянное здание летней синагоги. В глубине же участка было также хозяйственное здание и здание зимней синагоги. То есть это был вполне себе круглогодично функционирующий комплекс. В советское время в здании Большой синагоги был павильон рынка. Вот, сейчас здание пустует, оно не так давно было возвращено еврейской общине, наконец-то, и ждет своего часа и своего возрождения. Это я еще с детства помню. Бабушка говорила, туда нельзя ходить. Там нельзя ничего покупать. Хорошо. Почему? Почему? Теперь я знаю почему. Потому что была синагога. Со временем, правда, надо сказать, что даже и на тех землях, которые были вне Дуболта, все равно евреи потихонечку стали селиться. Ситуация немножко поменялась, ну, в общем, довольно сильно даже, можно сказать, поменялась после получения Латвии независимости, особенно после 1920 года, когда Юрмала стала отдельно функционирующим городом, это больше не были частные поселки, и, разумеется, евреи могли селиться во всех частях города. На вторую половину 30-х годов действовало 7 синагог, и постоянно в Юрмале числилось очень небольшое количество евреев, всего 181 человек. Это была ничтожная доля населения города. Но в летний период, конечно, все менялось. И, разумеется, в 20-30-е годы Юрмала продолжала оставаться курортом с большим еврейским присутствием. Это значит не только присутствие синагог, но это и еврейские мероприятия, концерты, театральные представления. В Юрмалу всю первую половину 20 века приезжали выступать деятели еврейской культуры. То есть, например, известный писатель на идише Шалом Алейхем приезжал несколько раз с выступлениями в Юрмалу. И поверьте, тогда приезд известного писателя – это примерно то же самое, что если сегодня приезжает какая-то голливудская знаменитость. Это было огромное событие, очень важное. Под это отводился лучший зал в городе, то есть Дублский Акциенгаус, так называемый, который сейчас, к сожалению, не сохранился.
Там же в Дублте была еврейская улица. Публика приезжала самая разная, в том числе и известные раввины приезжали туда как на курорт. То, что нам сегодня может показаться странным, но 100 лет назад это было совершенно нормально. И кроме того, что важно, у очень многих еврейских организаций благотворительных были, как мы сегодня сказали, летние лагеря в Юрмале, которые они организовывали в самых разных частях, Юрмалы для своих подопечных. В Риге всегда считалось, что дети должны отдыхать летом на сборе. Мы всегда ездили, снимали дачу и жили здесь. Не жили, то лето проводили. А так как отец мой был инвалид Отечественной войны, ветеран войны, ему давали здесь дачу, и мы жили. И это с детства. Каждый год. В Латвии очень много было евреев, да, до войны. Очень большая еврейская община была. Здесь были еврейские школы, еврейская газета, все здесь было. И в то же время в Латвии было колоссальное количество, когда война началась, то уже в первые дни войны здесь началась репрессии, концлагерь, расстрелы, жертвы Холокоста. Да. Я тоже считаюсь, хоть трудно себя называть жертвой. Мне было 3 года, когда война началась. Но я помню, и лагерь, гетто здесь было, да. Вот здесь колоссальные жертвы погибли. Сожгли живой синагоги, сожгли. День Победы мы встретили в Круспилсе. Это здесь такой городок, где стояла воинская часть. И приехали в Ригу. Она была полуразрушена. Толпы, я сейчас помню, это немецкие эти самые ходили, военнопленные, строили набережные, очень много. И у нас работали. И тогда, знаете, что-то я еще подумал? Тогда для меня вот этот немец, который у нас работал, он оказался простой рабочий, какой-то призванный в армию в последнее время и так далее. У него были внуки и дети. И он был обыкновенный человек. Я считал, что все немцы это сволочи. Они все, и так считал, так подавал. И только я понял, что воюют они только, до сих пор это удивляюсь, воюют не только отъявленные фашисты и так далее. Воюют люди, которые заставили воевать. И поэтому я по-другому смотрел. Вот здесь тоже латышей, когда пришла советская власть, были такие репрессии, их отсюда отправили в ссылку. Но вот ирония судьбы. Те, которые уехали, которые были вывезли там в Сибирь и так далее, они остались живы. А те, которые остались здесь, те попали или в советскую армию, или в немецкую, да, и погибли. Вот и считай, что такое хорошо, что такое плохо, да. Моя семья со стороны бабушки приехала в Латвию в конце 19 столетия и с тех пор живет здесь. Семья моего деда, они здесь чуть ли не со средних веков. Здесь, в общем-то, они жили до начала войны. Еще не будучи женатым, дедушка и бабушка, не будучи замужем, они смогли, слава богу, эвакуироваться довольно в тяжелых условиях. Дедушку забрали в армию из эвакуации. Бабушка была в эвакуации в Казахстане. И здесь уже, встретившись после войны, они поженились. С огромной вероятностью, к сожалению, меня бы здесь сейчас не было, если бы дедушка или бабушка не смогли бы тогда эвакуироваться. Как и все другие еврейские общины Латвии, юрмальская община очень тяжело пострадала во время Холокоста. Одна из синагог в Булдуре была уничтожена. Большая часть евреев самой Юрмалы были помещены в рижское гетто и разделили участь узников рижского гетто, то есть в основном были расстреляны в Румбульском лесу 30 ноября и 8 декабря 1941 года. От моей бабушки я точно знаю, что здесь в Юрмале практически все, кто были во время войны, погибли. Кому-то удалось бежать, кому-то удалось спастись, совсем малому количеству людей. И они здесь, в общем-то, даже и не жили. Кто-то вернулся, приехал, жили уже в Риге.
И я могу сказать только за себя, да. Я в Юрмале всю жизнь. Родилась я в Риге, но у нас такая, как говорит моя мама, еврейская традиция. Каждое лето, конечно, мы уезжали сюда, и дача – это такой мир, был всегда окно, вдох и выдох, я бы сказала так, потому что мы переезжали в мае, уезжали где-то уже в октябре. И здесь жили вот в Булдуре, и в Дзинтере, и в Дублте. Это такая удивительная была моя история детства, когда из одной дачи в другую мы бегали через дырки в заборах, и нас всюду кормили, и всюду нам мыли носы, и всюду нам переодевали колготки, и всюду на нас шумели, что же это такое, где же это вы тут. Вот. Разбивали себе носы на этих велосипедах. Чья-то бабушка клеила мне пластырь, ругаясь на идыш так, что мама дорогая. Я даже боюсь это вспоминать. Когда я воспроизвела это моей бабушке, она схватилась за голову и сказала: в этот дом ты больше не пойдешь. Потом сходила сама. Вот, и почему-то по субботам мы ходили именно в этот дом потом. И единственное, что очень меня всегда удивляло, это, знаете ли, разная посуда в доме. Никогда никто бы не сварил сосиску в определенной кастрюле. Все знали, это кастрюля только для молока. Она стояла в другом шкафу, там же, где лежали ножи. И так все тихо, спокойно это делали. Из этих чашек пили это, из этих пили это. И как-то это тихо, спокойно происходило, пока вдруг вот здесь, именно здесь, в Юрмале, я не поняла, что это все было не зря и не просто. После Второй мировой войны, конечно же, в Юрмале были евреи, их было немало, и это были и, так сказать, люди, которые там постоянно жили, но это, разумеется, было большое количество приезжающих, отдыхающих, самые разные люди, это были, там, так сказать, люди, которые выступали с концертами, ну, условно говоря, Аркадий Райкин. Но никакой официальной еврейской жизни в Юрмале, конечно, не было в советское время. Я помню ту часть еврейской общины, которая была при советской власти, которая выходила на пляж, красивые дамы, красивые мужчины, которые собирались в выходные дни на пляже. Дамы были в бриллиантиках, в красивых купальниках, и это были всегда беседы, разговоры об Израиле тихонько. Ну, как бы то, что помню я. После перестройки и в какие-то такие счастливые и сытые 2000-е годы появилось много людей здесь, которые хотели вернуться в Юрмалу, вспоминать свою молодость, то, как они проводили здесь время. И очень многие купили здесь недвижимость и приезжают летом. И, конечно, возникла потребность в том, чтобы как-то сконцентрировать это все, чтобы возникла какая-то, то, что модное слово, тусовка, не только на концертах у Игоря Крутого, а как есть какая-то сепаратная наша часть, которая требовала вот такого концентрированного общения. В Юрмале образовалась вот такая общность, что ли. И благодаря, вот я хочу сказать, директору санатория Яун Кемери, легендарному директору Малкиелю Михаилу Григорьевичу. Ну, так сначала это были посиделки, так скажем, без религиозной основы. Но потом, когда, к сожалению, Михаил Григорьевич, которому в этом году 1 мая 90 лет исполнится, он уже не удел. Но сейчас это прекратилось. И тут появился спонсор, который дал деньги и построил синагогу. Благодаря Эммануилу Гриншпану, мы его по праву считаем отцом-основателем этой новой волны еврейской жизни в городе. В своем доме он выделил для синагоги часть здания, построил синагогу. Вот с этого момента, с 2018 года, мотор, и поехали все заново. Синагоги в Юрмале не было с 1941 года. Я сюда начал приезжать началом новой волны. И приезжая сюда, мы больше и больше начали здесь проводить время. Нам не хватало еврейской жизни. То есть мы привыкли собираться на шаббаты, мы привыкли праздновать еврейские праздники с семьей. И, соответственно, в этом была основной причиной, почему я решил, что пора брать
быка за рога и открывать. Для того, чтобы открыть синагогу, нужно одно, нужно просто желание и больше ничего. Я никогда не планировал быть раввином. То есть, да, есть религиозная учеба, есть образование, есть опыт, но это не то, что я когда-нибудь искал. Но так вышло, что после того, что я завершил свою службу в армии, в израильской армии, сразу мне предложили прилететь в Америку и там работать с еврейскими общинами, и это дело примерно 3 года. Потом вдруг узнали, что я знаю русский язык. А давай в Москву. И в Москве я, можно сказать, застрял на 10 лет, но, слава Богу, я нашел там свою жену. И тоже такая же работа с еврейскими общинами, разными, изучение, образование и так далее. И в какой-то момент я с женой, с Зиной понимаем, что надо все собрать и поехать домой, поехать в Израиль. Я подхожу к раввину Пинхасу Гольдшмиду, это главный раввин Москвы, он президент конференции раввинов Европы. И говорю, если можно, рекомендация. Гольдшмид говорит, я тебе напишу, но давай со мной вот как раз там через месяц примерно будет конференция молодых раввинов Европы, каждый раз в другом месте, в этот раз в Риге. Будь моим гостем в этой конференции, потом тебе все напишу. И так получилось, мы летим туда вместе, на самолете он мне говорит, послушай, я знаю, твои предки отсюда, из Латвии, куда мы летим, нету синагоги в определенный город, который называется Юрмала, на море. Есть такой шанс, как сказать, восстановить. Возьмешь на себя вот такую миссию. Для меня лично была интрига, потому что дедушки, бабушки отсюда были раскулачены, потом вернулись в 70-х сразу в Израиль. Было ощущение, что это возможность закрыть какой-то цикл для меня лично. И после этого мы позвонили моему раввину, раввин Ури Шерки в Израиле, ционистский раввин. Он слушает историю и говорит мне 2 слова. Мет мицва. Мет – это мертвый, мицва – это заповедь. Что это мет мицва? Это термин в иудаизме, который обозначает, что если человек умер, и у него нету близких, нету никто, который сможет заниматься с его похоронами, ее похоронами, и ты как просто абсолютно посторонний человек приходишь и занимаешься этим, это считается величайшее действие дарования или милосердия, потому что обратно ничего не даже спасибо не получишь, да, то есть и мудрецы это очень хвалят, как что-то, которое ты реально, делаешь бескорыстно, абсолютно бескорыстно. Он меня спрашивал, как ты думаешь, у нас получится? И я ему говорила, я уверена на 100%, что у нас получится. Вот была такая уверенность. Мы любим людей, я люблю людей, он любит людей. Он называет себя хронический оптимист, и в нем на самом деле это не просто слова, вот оно в нем пульсирует, и он этим умеет зарядить вокруг себя пространство. Поэтому мы на самом деле ехали без страха, провала, что у нас не получится, ничего не будет. Это окружение нам говорило ближайшее, что Юрмала курортный город, что вы там будете делать зимой, осенью, что кто к вам будет приходить вообще, там медведи не ходят. Это, кстати, говорили об этом местные, вот, наши знакомые, с которыми мы пересеклись перед принятием решения в Москве. Но, тем не менее, оказалось, что нет, ходят здесь люди, зимой тоже, вот, и даже в синагогу приходят. У нас было спокойствие, было внутреннее какое-то трепетное предчувствие того, что мы продолжаем историю рода Шимона. И вот мы в это вошли как-то, и дальше нас течение понесло, и люди подхватили. Синагога – это только помещение, а начинает все работать с присутствием правильных людей, поэтому я считаю, что мне очень повезло с выбором
людей. Это с Шимоном и с Зинаидой, которые приехали. Мы с ними познакомились. Я до того, что остановил свой выбор на них, посмотрел достаточно большое количество раввинов, которые меня не впечатляли. Община – это собрание евреев. Это собрание евреев под одной крышей, объединенных определенными интересами. И это может сделать только человек. Помещение этого сделать не может. Помещение может дать место, помещение может дать тепло, и помещение может дать название. С появлением Шимона, Зины и этого помещения это стала полноценная община, и в город пришла еврейская жизнь, полноценная религиозная еврейская жизнь. Я воспринимаю как, ну что ли, такое чудо, наверное, подумайте, в Юрмале, где синагоги не было после Второй мировой войны. И вдруг открывается вот эта синагога, где раввин Рав Шимон, которого я имею честь называть своим другом, мы очень быстро сошлись, так сказать, да. И мне здесь хорошо, все, что я могу сказать. Мы часто собираемся на шаббат, особенно в летнее время, когда длинный день. Тут можно посидеть, пообщаться, погулять по морю. Часто те, кто живут здесь летом, проводят здесь выходные. Туристы, может быть, сейчас их меньше, но, в принципе, туристы знают, что здесь есть синагога, и если из Израиля или из других стран приезжают евреи, они тоже приходят сюда узнать какие-то новости, познакомиться, пообщаться, ну, опять же, провести шаббат. Я знаю, что я могу каждую субботу прийти сюда с утра. Неважно, позвонил, я договорился, не договорился. В субботу 100% здесь кто-то есть. Я прихожу, я вижу знакомых людей, меня знают, я знаю. И мы можем говорить, и там неважно какая-то статусность, да. Ну, то есть для меня это островок такой надежды и силы, подпитки здесь. Для меня было какой-то трепет, когда я приходил сюда. Это, потому что это, как, знаете, как первый раз выйти к доске в школе, да. То есть у меня семья абсолютно не в религии. И вообще мой путь захода в общину начинается с Йом-Кипура. Даже не мой путь, а путь моей семьи, супруги, детей. Йом-Кипур, и мы попадаем буквально просто через неделю в Йом-Кипур и погружаемся вообще какой-то там... Это полный драйв, это посты, которые я никогда не держал. Это я после первого Йом-Кипура, я не знаю, это как наркотик, наверное. Да? Я каждый Йом-Кипур жду как первый раз. То есть это вообще, ну... Я сейчас рассказываю, у меня мурашки, да, это очень круто. Я почувствовал вообще какую-то точку опоры здесь. Ну, те, кто немножко знаком с традицией, знают, что два главных слова – это у нас «помни и соблюдай». Это два главных слова. Тот, кто соблюдает, тот может это передать, чтобы помнили. Тот, кто помнит, тот может передать. Естественно, что нет этого процесса, и все забывается. Ветер гонит, мы все оказались вот за последние 30 лет, большая часть людей оказалась в той ситуации, когда она не понимает, где ее дом. Но когда ты знаешь, что твой дом внутри тебя, что твой дом – это твои традиции, Тора, которую можно взять в руки, это твой дом. Ты, когда начинаешь что-то делать для праздника, вот скоро Песах, ну, счастье. Начинаются звонки, подружки, женщины, кто как делает это, кто это, какой стол, где мы будем, сколько у тебя человек на седере, сколько у меня человек на седере, какие внуки приезжают, и сколько человек ты можешь положить на шаббат спать дома. Это замечательные вопросы, которые прежде, они просто никогда не возникали в нашей жизни. И это счастливое время. За эти года без общины здесь назревала потихоньку вот эта потребность. Люди стали приходить. Изначально мы объясняли, что синагога – это дом собраний. Дом собраний – это значит, мы здесь можем собраться по любому поводу, не только для, как называет это мой муж, святого бормотания. Можно сказать, что наша одна из базовых ценностей – это такое понимание, оно звучит
фразой «тхият амитим» можно перевести как «возрождение к жизни». Как раз вот через это понимание себя, своей причастности к большому пласту и культурному, и традиционному, и религиозному. Жизнь изменилась кардинально 3 года назад, когда не я пришла в синагогу, а синагога пришла ко мне. Совершенно случайно я познакомилась с Шимоном, с раввином, для того, чтобы после ремонта в моей квартире в Юрмале поставить мезузу. Я совершенно не планировала присоединяться ни к синагоге, ни к какому-либо другому религиозному движению. Бог должен быть внутри тебя. Но если это совпадает с твоим мировоззрением, с твоим образом жизни, если тебе приятно находиться, то это, наверное, идеальное место на данный момент. У меня очень много положительных эмоций от общения с детьми и пожилыми людьми. То есть забота о них говорит о правильности нашего нахождения здесь, потому что это слои населения или такой возраст, который нуждается в поддержке. Здесь этого сполна. Ну, плюс праздники. Это очень весело, это очень воодушевляет. Я никогда не боюсь сюда прийти, я всегда хочу сюда прийти. Снова синагога, которая была открыта несколько лет назад. Жизнь Юрмала изменилась принципиально. Потому что, конечно, для центра еврейской жизни это всегда синагога. Потому что для евреев, соблюдающих больше или соблюдающих меньше, существует много вещей, которые нужно делать в соответствии с еврейским законом. Это шаббат, это праздники, это кошерная еда и разные вещи. И, конечно, когда ближайшая к нам синагога находилась в Риге, это, конечно, было сложно. Что вы делаете в синагоге, когда мы ходим в синагогу? Ну, мы играем и слушаем Тору, и тоже ее одеваем. Что значит, что вы одеваете Тору? Ну, мы одеваем на нее корону, щит и палец. ידיים, למעלה, על הראש, על הכתפיים, על הטוסיק, על הטוסיק. Будет у меня политусик. טוסיק פועל. על הבטן, על המותניים, על הברכיים, על הבטן, על הראש, אחת, שתיים, שלוש. Синагога, община, иудаизм, если мы все это перемешаем, получим коктейль. Можно ли назвать это религией? Ну, наверное, нет. Это какой-то такой образ жизни. И для меня я чувствую вот какую-то, знаете, вот как-то вот достаю из корней, откуда-то издалека, вот что-то вот из глубины вот есть, и да, иду, да, вот слушаю, читаем Тору, еще что-то такое. И мне от этого просто тепло. Тепло и хорошо. У меня может приехать сюда сын и сказать, что пап, ты знаешь, там, ну, бывают моменты, что да, я не могу приехать. Ну, по-всякому, да. Он говорит, я поехал сам. Я знаю, что сын приедет сюда, его здесь никто не обидит. У него здесь, он называет ребят, которые сюда приходят, это его банда. Окей, круто. У меня может прийти сюда супруга, когда гуляет с дочкой, да. Ну, вот, это не назвать религией, это просто жизнь. И очень такая теплая, хорошая, бархатная, вкусная. То, что мы делаем сейчас, мы понимаем, насколько есть гораздо больше потребностей для развития общины. Из-за этого, верно, здесь есть синагога, но на самом деле она маленькая. Она маленькая, летом тем более, нету места для людей. Для женщин, для детей ее просто нет. Мы понимаем, что для того, чтобы было процветание,
надо, чтобы было место для детей. Потому что если место для детей, значит и семьи будут приходить. Если женщина будет приятно и хорошо в синагоге, и они все будут слышать, и все будут видеть, их мужья тоже зайдут в синагогу. Да? То есть из этой точки зрения это очень важный элемент. Во-вторых, очень много еврейских детей, например, идут в местные садики, чтобы было место для садика. Нам все еще нету еще миквы в этом городе, нам надо помещение, чтобы построить миквы. Тот ритуальный бассейн, который очень-очень важен для еврейской жизни. Чтобы были наконец-то кухни кошерные. Очевидно, что мы не помещаемся, к счастью, в том помещении, которое нам было предоставлено. И отсюда уже, конечно, мы стали думать, а что дальше, что мы можем еще. И так мы пришли к идее, что у нас на самом деле есть здание, которое осталось недоразрушенным с тех самых пор, когда по причине Второй мировой войны еврейская жизнь была остановлена. Мы с вами сейчас находимся у так называемой новой майорской синагоги на улице Виктория, 33. Это последняя синагога, открытая в Латвии, а может быть и во всей Европе перед Второй мировой войной. Ее торжественное освящение состоялось 5 августа 1939 года, то есть несколько недель до начала Второй мировой войны. До этого здесь стояло старое деревянное здание дачи, где уже в 20-е годы собиралась некая еврейская община. Архитектор этой синагоги, видимо, Пауль Мандельштам. У нас, к сожалению, нету проекта этой синагоги, но мы знаем, что в 1929 году, то есть за 10 лет до, Мандельштам разработал проект очень похожего здания для общины в Булдуре, но оно не было построено, и, видимо, его использовали при строительстве этого здания. И, конечно, здесь он тоже попытался воплотить какой-то еврейский национальный стиль. С другой стороны, если мы посмотрим на компоновку фасада, то вы видите, то есть это некий выдвинутая центральная часть, и потом такие как бы боковые павильоны, и у центральной части она несколько приподнята. Это, собственно, описание храма, Иерусалимского храма, построенного, ну или перестроенного Иродом в Талмуде, в трактате Медот, где описывается, что храм был похож на лежащего льва с широкой грудью. И начиная примерно с начала 17 века это стало такой довольно популярной моделью для синагог. На закладке камня в основании синагоги присутствовали важные персоны города Юрмалы. То есть это действительно воспринималось как такое важное событие в еврейской жизни Латвии. И то, что эта синагога до нас дошла, это, конечно, очень важно и очень интересно. Потому что, с другой стороны, конечно, мы ее можем рассматривать как часть латвийской архитектуры модернизма 30-х годов. И тоже довольно много деталей, которые будут похожи. И мы очень рады, что здание сохранилось. В нем в советское время была спортивная школа. Потом в 90-е какое-то время был лакокрасочный магазин или магазин мебели. Потом она какое-то время пустовала. И мы очень рады, что теперь сюда опять вскоре вернется жизнь. То есть это не просто мы хотим построить или восстановить синагогу историческую, но это создать еврейский центр, который нету в этом городе уже так много лет. И у нас на данный момент есть скетч. Он очень красивый, он очень классный, наверняка много изменений в нем зайдут. У нас есть уже очень такие мощные архитекторы, которые ждут работать с нами и помочь нам развивать этот проект. Мы поняли, что это может быть не только центром для местных евреев и для местного еврейства, но это, безусловно, на 100% станет местом, которое будет притягивать туристов со всей Европы и со всего мира. И мы подумали тогда, а почему бы нам не организовать и не реализовать такую идею, как кошерный туризм? Ведь я, например, сама, как мама 3 детей, соблюдающая мицвот, каждый раз, решая, куда бы поехать отдохнуть, сталкиваюсь с огромным количеством логистических проблем, начиная с еды, потому что мы едим кошерную еду, продолжая тем, что хотелось бы, чтобы место было поближе к синагоге, чтобы можно было в шаббат прийти.
ну мы же не одни такие. И мы подумали, ну у нас все это есть, и если мы открываем еврейский центр, то надо из него сделать центр культурных мероприятий для летнего периода, во время сезона. Безусловно, это просто гениальная идея и для общины, и для Европы. Она будет очень значимой. Если это сделать, это будет грандиозный проект, потому что здесь есть в окрестностях места, которые евреи должны посещать, чтобы помнить о том, что случилось в Холокосте. И когда будет такой общинный центр, конечно, все европейское еврейство, безусловно, будет сюда приезжать. Здесь вкусно кормят, здесь очень хорошие продукты. А какой еврей без вкусной трапезы, да? У нас все праздники начинаются и заканчиваются одним, да? Они нас хотели уничтожить, у них ничего не получилось. Теперь давайте покушаем. Да. И это замечательно. Собрать воедино, вот в одном месте столько разных идей и выполнить эти задачи, это колоссальное место будет. Мы поняли, что это также вписывается очень в нашу ценность Тхият Амитим, возрождение к жизни. И мы выбираем жизнь, и мы выбираем жить. Хочется, чтобы это стало символом возрождения во всех смыслах. Очень много было сделано. Разные раввины, разные люди, дорогие люди, которые до сих пор возглавляют еврейскую жизнь, можно сказать, которые в основном находятся в Риге. Дорогие люди, как Аркадий Сухаренко, как Леонид Астеркин, всех партнеров, все друзья. Я не хочу никого обидеть, никого не забыть. Очень много кто что сделали. Но для того, чтобы еврейская жизнь продолжалась и процветала в наших краях, нам нужна ваша помощь. Помогите нам выстроить еврейский центр, восстановить историческую синагогу и вернуть сюда поток людей, который возвышит и поднимет не только нашу общину здесь в Юрмале, не только еврейство в Латвии, но действительно будет создавать для всех нас еврейская точка на Балтийское море, для того, чтобы отдохнуть, отойти от всего, наполниться силами и вернуться обратно в свою жизнь. Мы ждем вас, конечно, в гости и приветствуем вашу помощь, вашу поддержку. Давайте вместе выстроим вновь, вернем в жизнь то, что нацизм, то, что Вторая мировая, то, что Холокост убрал, давайте вернем в жизнь. Спасибо.